Всем большой привет, дорогие друзья, меня зовут Яна. Мы только что вернулись из отпуска, сегодня 1 сентября. Я вчера взяла день на отдохнуть и сегодня уже решила снять вам итоги своего августа, в том числе отпускного. После этого мы посмотрим мои планы на сентябрь, вернее, даже не посмотрим, наверное, послушаем, но и посмотрим тоже. И я думаю, что в это видео войдет несколько ходов монополии в первые дни сентября. Не знаю, сколько это будет недели, 10 дней, в зависимости от того, как интенсивно я буду кидать кубик. Но давайте по порядку. Итак, 20 числа мы улетели в отпуск и вернулись 30-го поздно вечером, поэтому, в общем-то, эти 10 дней, скажем так, у меня были практически, можно сказать, выброшены из августа. Вышивала я там все-таки вышивала, но в какие-то дни прям совсем мало, в какие-то дни там 50 крестиков, были дни и получше. Сейчас мы все посмотрим, но многое будет повторяться из предыдущих видео августовских, но я, конечно, принесла вам и кое-что новенькое. Значит, давайте кратенько про итоги августа, в том числе в цифрах. Я вышивала за весь месяц 6 процессов. 1 был старт, 2 финиша, и всего в месяц я вышила 13 703 крестика. Это, кстати, больше, чем в мае и в июне. Вот у меня было 2 таких провальных, скажем так, месяца, сложных. Сложных в плане в плане найти время на вышивку, да, так-то они были нормальные месяца, просто была работа, просто были какие-то дела, и я мало вышивала. Но вот даже в эти 2 месяца сложных я вышла меньше, чем в августе, в котором буквально треть месяца вообще была не на вышивку. Значит, что еще про цифры? Старт у меня был небольшой. И не закончился он финишем, хотя планировалось. Это августовская девушка, я не буду ее сейчас распяливать. Я надеюсь, что даже, может быть, в этой серии мы посмотрим уже финиш этой девушки. Мне здесь остается совсем немного. Я вышила в этом месяце здесь больше 1000, но там где-то, наверное, крестиков 400 осталось до финиша. И вот, не сложилось, не успела до отпуска. А в отпуск ее не брала. Значит, у меня было 2 финиша. Один финиш я, по-моему, уже показывала в предыдущей серии. Если я не ошибаюсь, он даже на обложке красуется предыдущей 19 серии. И давайте все равно еще раз на него посмотрим, потому что красоту можно показывать бесконечное количество раз. Значит, вот такие чудесные драконы, постиранные, поглаженные, пока еще не оформленные. У меня закончились в августе. Я успела это сделать до моего отпуска. В отпуске мы праздновали 10 лет наших отношений с Маркетисом. Собственно, я и хотела как раз закончить к этой дате, закончила чуть раньше. Естественно, я эту сладкую парочку ассоциирую с нами. Маркетис у меня, кстати, родился в год дракона, я нет, а он родился в год дракона. Поэтому вот так. Такая вот красота. Значит, давайте я еще раз... Вот солнце вышло. Не успела я до сделать, потому что, понимаете, выхожу я уже завтра на работу, и надо переделать все дела. Я надеюсь, что солнце нам не будет сильно-сильно прям мешать. И я надеюсь, что он скоро зайдет. На самом деле нет, я хочу, чтобы солнце светило, но вот так вышло. Давайте я, наверное, прервусь и посмотрю, что там как выходит, а то вдруг засвечивает и вообще ничего не понятно. И покажу вам после этого второй финиш. Вроде на качество... Да, она вышла еще себе. Весьма странно выглядит моя загоревшая физиономия. Каким-то... нездоровым цветом она на солнышко сверкает. Ну ладно, я думаю, что это не принципиально. Хочу вам рассказать про
Следующий финиш. Значит, следующий финиш случился буквально вчера, уже не в отпуске, но, в общем-то, продвигала я его в отпуске. Я говорила перед тем, как уйти в отпуск, говорила преимущественно на Бусти, это я не помню, было ли это в монопольных сериях, но кому-то из вас я это говорила. Значит, я говорила, что я хочу в отпуск взять что-то максимально простое, чтобы, в общем-то, можно было хоть как-то продвигать. И буквально за день до того, как у меня начался отпуск, у Леры Stitch Power, да, начался хэллоуинский СП, там, я не помню, как он называется, что-то там, билет, что-то такое. В общем, у меня с памятью не очень хорошо, я еще от отпуска не отошла, не влилась, так сказать. Так вот, я решила поучаствовать в этом СП. Ну, во-первых, у меня немало хэллоуинских работ, а во-вторых, мне в челлендже у Наташи «Вышивальный интроверт», кстати, вот этот совместник, да, это и Лерин, и Наташин, вместе они его ведут, вот, просто... Чтобы вы знали, можно посмотреть и у Леры на канале, и у Наташи. Там у них разные задания. У каждой девочки свои задания, но все в рамках одного совместника. Короче, я решила же вписаться в Наташин тоже такой челлендж 24 финиша. И там один из пунктов закончить финиш работы в СП, который участвовала. Поэтому я подумала, что вот у меня полгода уже прошло, а я ни в какой СП не вписалась. И было бы здорово совместить приятное с полезным. Ну и, собственно, выбор пал на работу, которая простая, которая подходила под этот вышивальный проект, да, хэллоуинский, и, внимание, финиш. Это вот такая шикарная ведьма. Как раз сейчас солнышко ушло, будет, наверное, получше видно в плане, что не будет нигде ничего засвечивать, и пятнами солнечными не будет сверкать. Значит, я здесь в этом месяце вышила 2600 крестиков. Вот на драконах я заканчивала там 2100, а здесь 2600. Практически полностью ее юбка восхитительная была сделана. Ну, в общем, короче, низ, рамка, да нет. Ну, короче, много я чего здесь делала, потому что вышивала я здесь какими-то кусками, да. Я переделывала немного эту часть, я поменяла буквы, местами поменяла месяц и день, да, потому что в оригинале было 10:31, как это делают в Америке. Я все-таки написала, как привычнее нам, 31:10. Звезду одну убрала, ну там, короче, по личным соображениям применительно ко мне все поменяла. Вот. Ну и да, мыши тоже появились уже после моего вхождения в совместник и так далее. Давайте посмотрим приближенные кадры, хотя, в общем-то, работа небольшая, простенькая. Я хочу сделать из нее тоже подушку. Я теперь, как Ксюша маленькая, все, из всего хочу сделать подушки и выкладывать, соответственно, ее на Хэллоуин. Вот. Год сама я придумала циферки там, порисовала, естественно, тот, в который я закончила эту работу. Ну и начала я тоже ее в начале года, этому я вышивала суммарно 17 дней, ну вот, поскольку я ее брала в отпуск, там так получилось, что было несколько дней, когда я вышивала там 52 крестика, 54, 90, что-то такое. Но один день в отпуске я прям вышила 550. Мы как-то пораньше вернулись в номера, и у меня было время. Ну, вы сами понимаете, да, что, например, когда я рамочку вышивала, ну, что там, даже в схему смотреть не нужно. Вот этот узор тоже, если, в принципе, уже понял, смотреть никуда не нужно. Да, и в юбке, в общем-то, тоже особо ничего там такого нет. Поэтому какие-то участки шли прям очень-очень легко, поэтому вот так вот получилось. В общем, 2 финиша у меня в этом месяце случилось.
Это вот хэллоуинский и драконы. Значит, про 3 работы мы с вами уже поговорили. Еще 3 работы я просто продвигала. Значит, давайте покажу, что я продвигала из старенького, что уже вы видели. Я не буду сейчас разворачивать все полностью. Вы поймете почему. Но я надеюсь, опять-таки, что если не в этой серии, то уж точно в следующей я вам покажу финиш. Речь идет о работе по набору «Золотые ручки» халапеньо. У меня это все выглядит вот так сейчас. Запеленный я заканчиваю вот этот угол. И вот хотела я до отпуска его дошить, но не успела. Здесь что-то до финиша порядка 1500 крестиков остается вышить. Ну вот в ближайшее время возьму. Сейчас немножечко отойду от отпускных каких-то, ну, там, чемодан разобрать, вот это вот все, квартиру в порядок привести, к работе подготовиться. И войду, скажем так, в свою привычную рутину и займусь этой работой. Так что надеюсь, что скоро покажу вам финиш. Это, в общем-то, если забегать вперед немного к планам на сентябрь, хотя мы к ним сейчас еще нормально, подробно вернемся. Так вот, это «Золотые ручки». И еще одна работа, которую я вам тоже уже показывала, сейчас тоже разворачивать не буду, потому что, ну, смысла никакого нет. Но я ее, кстати, продвигала. Я вчера, когда... чтобы не шуршало. Значит, вчера, когда закончила «Ведьму», я решила, ну, еще что-то повышивать, ну, что-то простенькое. И не хотела брать никакой новый процесс. Вот взяла тот, что уже в этом месяце вышивала. Это дама с горностаем, я шью фон. У меня уже готов фон почти весь с этой стороны, и я перешла на эту сторону. Что мне вам тут показать, да, вот по этой причине я не буду разворачивать, потому что, ну, просто все коричневое. Но в этом месяце я вышила 2200 крестиков на этой работе. В халапеньо, кстати, я много вышила, 5100, да, если не ошибаюсь, да, примерно 5100, но вот не хватило этого до максимального такого приближения к финишу. Большое спасибо всем девочкам, кто писал про то, что зря я так боюсь стирать металлик, что вы вышивали, что пробовали, что все хорошо. Большое спасибо за ваши комментарии. Я действительно, ну, просто на этой работе я уже пропускала места, и мне уже будет проще действительно постирать, а потом как бы разом весь металлик вышить. Но на будущее я обязательно это учту и, конечно же, буду вышивать металлик параллельно, не боясь ни утюга, ни стирки. Так, еще одну работу нам осталось всего посмотреть. Да что ж такое, иди сюда. Ой, иди сюда. В общем, очень... Значит, буду рассказывать вам вот так, потому что дамочка очень-очень скучала, все никак она не отойдет. Ну, она одна была, да? Да? Да, вот вся прям урурукалась. И ходит вокруг меня. Значит, так, все, кошачья пауза закончилась. Рассказываю дальше. Мне осталось показать вам одну работу, которую, кстати, я не показывала еще и в предыдущих сериях. Значит, после того, как я там отсняла вот в предыдущей 19-й все, что отсняла, я же бросила кубик в надежде, что мне выпадет что-то приличное. Я сейчас заявлю что-нибудь, да, подходящее, типа вот «Ведьмы» вход, и с этим заявленным ходом уеду в отпуск. И попала я, естественно, на клетку арест, вернулась в тюрьму, и мне там нужно было на тюремном процессе вышить 500 крестиков. Ой, я, конечно, понимала, что я вообще-то мало чего успеваю, и 500 крестиков вышить мне как бы было бы не очень комфортно, но я взяла, кстати, работу, которая, мне кажется, ну, не то чтобы самый-самый сложный из этих всех 3 работ. У меня там карта мира от Фаны, осенний замок по авторской схеме и вот этот дед. Дед сам по схеме-то простой, но мне очень сложно вышивать на пластиковой канве, потому что, ну, просто пальцы отваливаются. Но здесь было достаточно просто в плане в бороде 2 цвета и бленд из этих цветов. Или 3 цвета. 3 цвета и 2 бленда. Что-то такое. Ну, короче, в целом нормально.
И, в общем-то, я пошила эти крестики и бэкстич. Значит, я пошила бэкстич, эти крестики, и здесь до финиша, по-моему, остается, ну, что-то, типа, совсем мало. Не помню сколько. Но, в общем, я вышла здесь 500. То, что вот именно требовалось, и все. Так что вот, немножечко продвинулась работа, или даже 200 здесь остается. В общем, короче, я думаю, что в следующий раз, когда я ее возьму, я уже ее финиширую, мы будем выбирать в моей группе, в Монопольской, да, где по игре выбирать мне новый тюремный процесс. Но пока, в общем-то, и брать я ее не собираюсь, и не выпадало мне ничего подходящего. Вот, это, значит, были 6 работ, которые я вышивала в августе. Что не получилось? Я из запланированного хотела еще... Ну, вот халапеньо, да, не успела дошить то, что хотела. Не закончила августовскую девушку и вообще не приступила к коту-баюну от Совиного леса. Но к коту-баюну я не приступала осознанно, потому что еще до отпуска началась запись в Совиную академию, и я предыдущие годы не играла, а в этом году решила, что можно было бы и поиграть. У меня много совиных сюжетов в начатых, в планах и так далее. И, в общем-то, и в следующем году я планирую, в общем-то, вышивать много Совиного леса, поэтому я подумала, что как бы все идеально сошлось. Поэтому я решила, что ту норму, которую я запланировала на август, я ее все равно, в принципе, не особо успеваю вышить. Вот оставлю на сентябрь, заодно будет в копилочку, там, да, мышки будут капать мне в копилочку. Значит, я ее не принесла, но... Мы плавно переходим к планам на сентябрь. В общем-то, девушка августовская, ну, что ее показывать, да, она там в пяльцах, ничего красивого. Я планирую ее закончить, естественно, как долг, и начать уже сентябрьскую, и желательно в сентябре сентябрьскую закончить. Это у меня желтая категория. Я обычно каждый месяц, предыдущие разы, выбирала, вот у меня же есть поле, и в поле у меня есть 5 цветов. Желтый, розовый, зеленый, фиолетовый и синий. Если вы видите кошку, значит так надо. Да, она еще и потрется об телефон. Иди сюда. Вот. Значит, 5 цветов, 5 категорий, да, у меня есть. И я вот в каждый месяц, когда рассказывала про планы, я говорила, что у меня в желтой категории такие планы, в розовой категории такие планы. В этот месяц я как-то не могу сказать, что я что-то прям сильно распланировала именно по категориям. То есть я просто знаю, что вот у меня эти 2 девушки, они в желтых категориях, да, я еще сентябрьскую не покупала в игре, но куплю. Деньги есть. Значит, вот это в желтой категории. В розовой категории, по идее, у меня кот-баюн. Но он у меня еще и в Совиной академии, так что там по-любому раз в в неделю я буду продвигать минимум на 200 крестиков. Вне зависимости, попадет мне это в монополию или нет. Короче, вот так. Пока у меня много сюжетов Совиного леса, там можно их все заявить, но я пока заявлю один, буду двигать один, а там дальше разберусь, чего и как. Значит, это вот что касается розовой категории, то есть я сюда пока один сюжет вписала, который, ну, по-любому буду вышивать. В фиолетовой категории, если вы подписаны на меня на Бусти была целая серия, я показывала все свои работы в фиолетовой категории, потому что в фиолетовой категории у меня были драконы закончились, и ну вот можно выбрать какой-то обязательный процесс на фиолетовую категорию. Я пока не рассказывала, что я там сама выбрала, что вы выбрали, как я там немножко поменяла свои приоритеты, это все выйдет отдельным постом на Бусти чуть попозже. Я не знаю, будет это видеоформат или фотоформат, в принципе, может быть, видео совсем коротенькое, ну, когда-то это все выйдет. Вот, поэтому там у меня, скажем так, есть
несколько приоритетов фиолетовой категории. Я ничего не выбирала именно на сентябрь. То есть я знаю, что я хотела бы закончить, что я хотела бы продвигать в фиолетовой категории, но никаких планов конкретных на сентябрь я не ставила. В зеленой категории я тоже планов никаких не ставила, но понимаю, что в зеленой категории у меня есть дама с горностаем, и чаще всего в зеленой категории я выбираю ее, потому что это, в общем-то, простая работа, и я могу ее совместить, например, с монтажом. Поэтому вот, скорее всего, ну и плюс я заявила даму с горностаем, я начинала 1 января, это как бы моя такая работа года, и мне хотелось бы по чуть-чуть, но продвигать эту работу весь год. Поскольку я ничего вам больше показывать не буду, даже если кошка будет попадать в кадр, я буду продолжать разговаривать, потому что ничего важного я вам тут пока, по крайней мере, не покажу, а когда покажу, кошку подвину. Что касается синей категории, в синей категории у меня все еще хлопень, потому что я ее планировала закончить, но не закончила. И вот, в общем-то, это мой такой самый основной план, потому что уже сколько можно, я ее хотела в мае закончить. В мае не получилось, я ее перенесла на июнь. В июне не получилось на июль, в июле не получилось на август. Ну, в общем, и в итоге что, сентябрь, ну, я надеюсь, уж 1500 за месяц я вышью. Так что вот хлопинью я планирую таким грандиозным финишем сентября. И помимо нее, наверное, будет только 2 маленьких финиша. Это вот 2 девушки, да, августовская и сентябрьская. Больше, наверное, финишей в сентябре я не планирую. Ну, там, если вдруг какой-то попадется финиш, было бы тоже здорово. И по поводу монополии. Знаешь, мне сейчас в игре я не снимала вот то, как я обычно снимаю, как я бросаю кубик, как я хожу по полю, потому что перед отпуском мне, в общем-то, было немножко некогда. Я делала все это, бросала кубик в своей группе, да, как делают и другие девочки. Пока меня не было, пока я была в отпуске, заменяла Катя меня, да, курировала. Всех большое тебе спасибо, Катя, если ты меня смотришь. И, собственно, я успела сделать ход, и Катя мне кинула кубик, мне попалась жаба, мне попалось в жабе вышить 500 крестиков на большом каунте. Я, в общем, надолго зависла, потому что у меня и на большом каунте это 14, 28 или 27. У меня вот на Еве 28 каунта девушка, но здесь нет 500 крестиков, не подходит. У меня вот дед на большом каунте, это же пластик, это же 14, правильно? Ну, здесь меньше, чем 500 остается, по-моему, реально 200 с чем-то, не подходит. Дама с горностаем не подходит, хлопень не подходит, она на 18 каунте. В общем, я решила, что я возьму, ну, я, в общем, долго очень смотрела, ничего как-то, и решила я взять достаточно большую работу, но на 14-м. Давайте я проверю, на 14-м ли, потому что вроде бы на 14-м, но вдруг я ошибаюсь. Самое время, понимаете ли, сейчас на камеру сесть проверять, написаны ли здесь вообще материалы. Ну, если что, с линейкой буду проверять. Значит, у меня есть набор. Вообще у меня этих наборов много, но выбрала я один. Видимо, тут еще и... А где вообще все? Вот. Так, читаем. Не подходит. Слушайте, не подходит. Я вас хотела дезинформировать, не подходит. А что он таким большим кажется? Он это каунт. В общем, я что хотела взять? Я хотела взять Марию Искусницу. Хотела взять игристое подвигать, но, как вы понимаете, нет. Не возьму, не подвигаю, потому что 16-й каунт, а нужен 14-й. Если бы у меня не было 14-го каунта, то подошел бы, конечно, другой крупный каунт. Но у меня есть и 27-й, и 28-й, и вот я просто не могу выбрать из всего этого многообразия. Другая у меня идея была, и, может быть, действительно ее надо воплотить в жизнь. У меня есть совиный лес на кашеле и, например, ламда или там снеговик, как вариант. Но мне хотелось что-то другое, потому что я хочу баюна. А кот баюн, то есть я хочу по порядку двигать свои совиные работы. А кот баюн у меня на Белфасте. Как правильно?
Я забываю, как правильно называются города, потому что я живу в Аргентине, а у нас в Аргентине вообще не важно, что там и как правильно. Правильно, как по аргентинским правилам. А по аргентинским правилам, если слово заканчивается на согласную, значит ударение на последний слог. На гласную, значит на предпоследний. Кстати, очень удобный. Очень удобные правила. А если это исключение, там ставится ударение. Короче, я на этом буду заканчивать вот это включение. Буду сейчас заново смотреть все свои работы и выбирать, что же я буду вышивать, что я буду заявлять в ход. Никогда бы не подумала, что у меня будут возникнуть вот проблемы с таким простым, казалось бы, заданием. 500 крестиков на крупном каунте. Причем мне в голову много работ лезет, но не хочется их шить. Вот. Такое тоже бывает. Не то, чтобы их вообще шить не хочется. Их хочется шить, но ради 500 крестиков я понимаю, что я в сентябре вряд ли буду дальше продвигать эту работу. Ну, короче, сейчас я сяду нормально, подумаю, соберусь с мыслями и все сделаю. Значит, примерно вы поняли мой план на сентябрь, да, то есть его нет. Холопению закончить, девушек по месяцам закончить, продвигать, как обычно, даму с горностаем и кота Баюна в Совиной академии. Не самое важное, но тоже важное забыла. Хэллоуинский испыт продолжается. Это же не то, что я закончила работу и все. Он будет продолжаться, собственно, до Хэллоуина. И завтра, я сегодня снимаю это 1 сентября, завтра в понедельник мы получим какие-то задания. И я уже, отталкиваясь от заданий, буду решать, буду ли я выполнять задания или буду просто вышивать 500 крестиков на какой-то работе. Вот, может быть, я дотяну до завтрашнего дня и там определюсь и совмещу приятное с полезным. Опять-таки, надо посмотреть, если у меня хэллоуинские работы на 18-м каунте или на 14-м каунте, на 28-м или 27-м, на крупном. И тогда, может быть, решу. В общем, все сложно. Как вы понимаете, я действительно еще как-то не въехала. Я еще головой либо в отпуске, либо в подготовке к работе. Поэтому как-то вышивальный анализ – это не мое. Ну, я надеюсь, что в следующем кадре я уже как-то буду пособраннее, расскажу вам, что я взяла, и какие-то планы у меня более, может быть, вот эти вот шаткие и непредсказуемые, как-то больше устаканятся. Расскажите, как вы провели ваше лето. Обычно, понятно, что сейчас блокировка YouTube, вообще ничего не понятно, но по моим наблюдениям за то время, которое я веду блог, я замечаю, что летом меньше смотрят, видимо, больше отдыхают и так далее. А потом к сентябрю уже как-то вот возвращаются домой, наверное, дожди начинаются и так далее, и начинают больше смотреть. Расскажите, как вы провели лето, где вы провели лето. Я, значит, свое не лето, у нас зима, провела в Бразилии, где тоже зима, но это не помешало мне загореть, покупаться. Подробности, опять-таки, я писала и с фотографиями показывала на Бусти. Просто фотографии были где-то в Инстаграме без каких-либо комментариев, а вот на Бусти было поподробнее. Ролик я записывала, я буду монтировать, и он выйдет на Бусти. На Ютубе вряд ли выйдет, либо выйдет как-нибудь попозже. Посмотрю, смотря что там, насколько там будет это интимно все. И что еще хочу рассказать? В общем, я хорошо провела конец своей зимы. Вернулись мы в дождь, в холода. Я поэтому, собственно, вот в полосатом, но не в сильно летнем. Что еще могу я вам рассказать? Наверное, пожалуй, все. От вас жду ваших летних веселых историй. Мы в любом случае увидимся в следующем кадре, где я вам расскажу, что я заявила в ход. Дорогие друзья, у нас возвращаются ночные включения, а это значит, что у меня снова перегорела лампочка. Что у меня с лампочками происходит, непонятно. Так,
Как вы видите, у меня подготовлено поле, а это значит, что я уже даже отшила, не только выбрала, но и отшила то, что я там хотела отшить. Сейчас я вам все покажу. Хочу рассказать, пока помню, пока при памяти, что я записалась в Совиную академию, да, и вот уже прошла распределение, попала в зеленый факультет этих каких-то рыбных филинов. И на радостях решила купить несколько схем. Там была скидка, да, на 1 сентября 20%, и купила аж 3 схемы. Значит, что за схема? Одну вот что-то меня на Рождество потянуло, поэтому максимально простая схема. Не помню, как называется. Я вообще не помню, как ни одна называется, но другая, значит, осенний такой сюжет прекрасный с какими-то шовчиками внутри, в центре сюжета. Мне показалось, что это очень интересно. И последняя, по-моему, новинка, ну или предпоследняя, да, одна из последних. И это арбузный алфавит. Взяла я его на русском языке. Ну, наверное, в приоритете, что начать побыстрее, это рождественская, но буду я думать по поводу других работ, заказывать ли мне нитки, когда мне их там смогут привезти и смогут ли вообще, или что-то самой подбирать без помощи совиного леса, что-то, может быть, даже самой покрасить я давно хочу. Ну, пока я не загадываю, все это тоже в том числе для участие в этой вот всей авантюре Совиного леса. Но пока я все-таки не отступаю от плана и буду шить кота-баюна, хотя еще ничего не заявила, ничего не начала. Значит, что же я начала? Начала я работу, которая, в общем-то, мне подходила под другой совместник, под другую игру. У Леры вышли задания сегодня, в понедельник. Сегодня какое? 2 сентября. Появилось задание на неделю, и в этом задании, в общем-то, по этому заданию я сориентировалась, что у меня будет. Значит, я не знаю, помните вы или нет, я напомню, у меня были в начале года Котесса, сейчас внесу, вот такая, и Купидонесса. Вот. А потом там вообще 6 персонажей, я вот вышила 2. И я подумала, что самое время начать вышивать следующих персонажей, и взяла, внимание, еще тут ничего не понятно, но тут будет привидение. Привидение, у него там на плече шляпа, на плече птица в шляпе. Значит, задание у Леры было... Ну, там 2 задания было, да, одно что-то с архитектурой. Я решила, что у меня есть с архитектурой, но я решила это не брать. Я решила взять другое задание, где надо было вышить 200 крестиков белым цветом. И вот, собственно, вот. В любом случае, у меня вышито 500. Вернее, даже почти 600, потому что по монополии мне надо было вышить 500 крестиков на крупном каунте. А именно здесь, на этой работе, у меня 25-й каунт, поэтому вот так вот все замечательно сошлось. Одним выстрелом 2 зайцев, как говорится. Работу буду продолжать, когда снова что-то мне попадет, либо для Лериного совместника, либо для монополии, либо... Ну, для Совиного леса не подойдет, это уже однозначно. Да, я на первом курсе нельзя вышивать не совиные сюжеты. Вроде это все, что я хотела рассказать, прежде чем сделать ход. Значит, я стою на клетке жаба, вот она у меня тут. У меня впереди есть и аренда, и не аренда, и всякое разное. Куда попасть хочу, я, честно говоря, не знаю. Все равно вообще. Куда кривая выведет. Давайте пробовать. На 6 кривая выведет. 1, 2, 3, 4, 5. Хомяк. Хомяк у меня тут под боком. Сейчас я его вынесу и достану что-то по классике из серединочки. Так. Вышите 500 крестиков на работе с наименьшим процентом отшива. Так, наименьший процент отшива у меня, знаете где? Я купила в работу
сегодня прям с утра вот это и девушку сентябрьскую. Получается, у меня на ней меньше всего отшив. Но я там, короче, мухлюю на самом... Ну, как мухлюю? Не мухлюю, конечно. Это же у меня все в одной схеме. Но все равно получается 0%. Есть у меня еще одна работа, которую я купила. И не начинала еще. Там тоже 0%. Но, наверное, 8 все-таки. Вот тут вообще 48, на самом деле там гораздо больше, потому что я начала вышивать на чем? На айфоне. Сохранила там результаты, прогресс, а перенести на планшет, который не айфоновский, не яблочный, уже не могу. Поэтому перемещаю. Короче, сложная математика. Давайте даже не будем влезать в эти дебри. Короче, по удобству мне вот так вот, а на самом деле 0% у меня на работе, которую вот новую я заявила, потому что все-таки они у меня все с нуля. Поэтому давайте буду брать, наверное, сентябрьскую девушку. Хотя еще августовскую не дошила. Ну, что поделать, ладно. 500 вышью, 500 получу и дальше пойду. Дорогие друзья, я снова готова. У меня вышито 500 крестиков на дамочке. Давайте ее, наверное, как-то положу, чтобы не сильно просвечивала. Ну, в любом случае, тут смотреть особо нечего. Вот она какая-то у меня прям... Как-то по порядку идет. Обычно я как-то рвано все это шью. А тут, ну, вот разве что горшка еще пока не хватает. Значит, вышла я 500 и готова делать новый ход. Что-то у меня сентябрь начался с покупок, со стартов, вместо того, чтобы финишировать там ту же халапеньо и так далее. Значит, давайте делать ход. Я надеюсь, что я в этот раз опять не попаду ни на жабу, ни на хомяка, ни на арест, хотя все может быть. Но давайте сделаем ход и посмотрим, что же мне выпадет. Куда-то далеко улетела. Вот там у меня вот 3. 3. Значит, уже не хомяк. 1, 2, 3. Это розовая категория. И вы знаете, я, конечно, сейчас еще достану мультипликатор, но у меня вот тут вот прямо под рукой достала. А знаете, кто это? А знаете, что это? Это кот Баюн. Во, Совиный лес. Это я заявляла в работу в Совиной академии. Так. Мультипликатор. Давайте. Откуда-то отсюда. Книги. По-моему, в коте нет никаких книг. Не помню я такого. Ну, я, конечно, посмотрю, но вроде нет. Даже не буду проверять, есть ли у меня в розовой категории книги, потому что, может быть, даже и есть. Но сегодня что у нас? Вторник. Конечно, времени еще и много на этой неделе пошить, но мне хотелось бы, конечно, спокойненько уже отшить норму, быть уверенной, что я отчитаюсь комфортно, потому что дальше, если на поле смотреть, да, розовых клеток долго еще не будет. Так что надо это пользоваться случаем, так сказать. Давайте я убрала поле и разложила чуть получше, чтобы посмотреть, что сейчас готово. Мне все равно сейчас надо будет еще фотографировать для, собственно, совиного леса с кодовым словом. Я пока не думала о том, куда я пойду. Вроде я хотела какие-то узоры здесь делать, чтобы кота попозже выше... Или я не помню, что я там хотела, если честно. Значит... Что-то я хотела важное по этому поводу сказать. Сколько шить собираюсь. Вот. Я попала на клетку без арендной платы, но я сама ее получать не буду, поэтому, как бы, в общем-то, можно шить, но не сильно стараться. Значит, в Совиной академии надо вышить минимум 200. У меня в игре тоже минимум 200, так что, в принципе, мы тут совпадаем, но я в этом месяце хотела изначально вышить 1000, и у меня накопилось 1000 за предыдущий месяц. В августе я не брала работу. Поэтому, в принципе, 2000 надо вышить. В неделю это может быть по 500 крестиков. Так что, думаю, что да, на 500 я точно возьму, а дальше посмотрю, захочу поменять процесс, поменяю, не захочу, буду дальше
этот шить, пока не надоест. Наверное, я не знаю, даже буду я запяливать и еще раз подключаться, или просто уже потом по факту покажу, что еще добавилось. Может, тоже в развернутом виде и покажу. Итак, сегодня 4 сентября. Я решила ничего не разворачивать, показать вам, как есть. Я вышила 900 крестиков. Сейчас покажу, какие элементы я вышивала и где я там что нахалтурила. Значит, 900 крестиков я вышила и решила на этом остановиться. И это скорее такое решение стратегическое, разумное, нежели по какой-то другой причине, типа там не нравится или еще что-то. А почему стратегическое и вообще рациональное? Потому что в месяц я планирую вышить 2000 крестиков. Первая неделя сентября сейчас, да, я уже вышила 900. В принципе, могла бы сразу всю норму вышить, но я участвую, как я уже говорила до этого, в Совиной академии, поэтому, наверное, логичнее все-таки идти какими-то кусочками, а не потом сидеть и думать, что там заканчивать. В принципе, можно, конечно, и закончить эту работу, и потом новую заявить, но, опять-таки, новые, даже не новые, а какие-то другие процессы совиного леса у меня в сентябре пока не планируются. Короче, вышла я здесь 900 крестиков, и что я накосячила? Я перепутала два цвета. Значит, вот этот цвет, он там, по-моему, 604, а вот этот цвет 601. И вот этот элемент весь должен был вышиваться 601. Я это заметила поздно и вышила все 604. И, в общем-то, решила не распарывать, а поменять местами. Почему? Сейчас объясню. Значит, вот здесь два цвета в этом элементе. Вот эти вот клинья – это один цвет. Это вот тот же, что и здесь. А вот эти вот, они должны были вышиваться вот этим ярким желтым. Я сначала думала, что вышить все-таки по ключу, но потом подумала, что будет слишком много желтого рядом, и решила все-таки, грубо говоря, поменять местами. Да? Вот этим цветом должен был вышиваться этот элемент, и этим цветом вот этот элемент, и я сделала наоборот. Что еще? Тут елка добавилась, вот эти вот, что это, снежинки, вроде как не зима там, но пусть будут снежинки, да, я их буду называть снежинками, потому что не знаю, как еще их называть. Закрепляю я вот эти штучки все равно, протягивая под соседними крестиками, не крестиками, а шовчиками, да, на изнанке, там же не крестики получается. В общем, протягивая под другими стежками будущими или уже существующими. А вот здесь, здесь я протяжку делала, а дальше здесь вот будут еще какие-то, совсем одиночки. И я обычно не практикую микрозакрепку по той причине, что мне она кажется ненадежной. То есть в моменте я там дергаю, ничего не вылетает, но мне кажется, это вот все постирается, что-то как-то оно там выползет, не знаю почему. Потому что ткань, это лен подсядет, там, может быть, что-то как-то деформируется. Короче, не знаю. На этом элементе я попробовала. Понятно, что стирать я сейчас не буду, но попробую там потрепыхать ткань и посмотреть, все ли будет хорошо. Вообще все делают микрозакрепки, у них все хорошо. Почему у меня должно быть что-то нехорошо, непонятно, но вот, тем не менее, есть у меня такой загончик. Я, в принципе, с закрепками очень люблю, вот мне там под 2 стежками протянуть, и это ненадежно, под 3 ненадежно, даже под 5 ненадежно. Мне надо 4 в одну сторону, 4 в другую сторону, чтобы уж так, знаете, наверняка. В принципе, наверное, все по этой работе. Да, елочки добавились. Вот этот домик уже как бы был немного начат, но продолжился. Вот эта вот дорожка пошла. Вот здесь что-то прибавилось. Здесь что-то добавилось. Здесь окошек не хватает. Короче, вот. 900 крестиков. Полет прекрасный. Еще нет здесь 50%, но дело к тому движется. Уже здесь что-то типа 44, а было 31.
Ну, я так это очень примерно. Вот, я, значит, сейчас подготовлю поле и хочу сделать новый ход, и мы на него посмотрим. Так, всех расставила. Значит, у меня тут есть несколько игроков впереди стоящих, все без аренды. Ну, дальше там после старта я не делала, потому что сомневаюсь, что я до туда дойду. Давайте бросим кубик. Так, чуть не упала. 2. Раз, 2. Ну, спасибо, что не арест. Значит, арендную плату я платить не буду, потому что там игрок стоит, но не надо ему платить арендную плату. И мультипликатор. Значит, эротика в синей категории. В синей категории у меня только иконы. Никакой эротики. Ну что, мне кажется, пришло время брать халапеньо. Время, правда, уже 22 часа. Что-то мне как-то не до хлопения. Вот. Но надо не отлынивать, а взять и дошить. Я и так все эти дни, в общем-то, расслаблялась, отдыхала. И вышивала приятные, легкие сюжеты. Не то, что хлопение неприятное. Просто там непростой участок сейчас. В общем, я, наверное, сегодня все подготовлю. Может быть, даже какие-то там первые, ну, хотя бы 100 крестиков, может быть, сделаю. В общем, там остается-то 1200. Ну, плюс-минус. Потом постирать. Потом доделать вот эти вот блестящие нитки, которых я так все отложила на потом. И финиш будет. Но надо вышить эту 1200. Значит, завтра у меня же все-таки еще работа, как будто бы. Еще завтра планы там нерабочие. И еще мне завтра надо будет снять пару роликов для Бусти. Вернее, кусочек и ролик для Бусти. Поэтому завтра будет маловышивальный день. Завтра четверг. В пятницу у меня там занятия. С работой не очень понятно. Короче, я думаю, что до выходных я не подключусь. Что между сегодняшним днем, завтрашним, послезавтрашним я, дай бог, вышью за 3 дня, какую-нибудь 1000. За 3 дня вышью я 1000. Было бы хорошо. В субботу дошью и сделаю тогда ход. Короче, мы увидимся с вами в кадре, который будет уже из выходного дня. Дорогие друзья, добрый вечер. Воскресенье у меня прошло 5 дней, получается. В общем, 5 дней я вышивала эту работу, чтобы закончить полностью весь этот угол. Здесь вышилось почти 1200 крестиков. Мне понадобилось так много дней, потому что в первую очередь 3 дня были маловышивальные, потому что были рабочие. В один день я гордо вышила 19 крестиков. Значит, это еще не финиш. Здесь остается что-то типа 300 с небольшим. Нужно заполнить некоторые участки. А именно, вот здесь крест металликом, вот здесь крест металликом, вот здесь кресты металликом, вот здесь кресты металликом. Бэкстич по этим крестам. Здесь тоже бэкстич. Тут не будет. И бисер. Нет. Как это называется? Бэкстич. Металликом вот здесь. Плюс бисеринка. И вот тут бэкстич металликом. И 4 штуки бисера. И на этом мы с вами закончим. Значит, пока это все отправляется в стирку, раз уж я изначально решила, что это все надо отложить и постирать, то будет вот так. Ниточка у меня, видите, болтается, потому что как раз-таки вот тут вот где-то будет проходить тоже бэкстич. Мне 2 цветами остается бэкстич, если не говорить о металлике. Это черный, вот тут вот такой зеленоватый будет. Все остальные нитки, кроме металлика, вышли. Да? Я потом покажу запасы, всего очень много осталось, всех ниток хватило. Про металлик отдельно поговорим, но я думаю, что его там тоже хватит. Вот, бисера у меня целых 5 штук. Что я хочу показать, прежде чем мы сделаем с вами ход. Сейчас я это достану, чтобы не шуршать на публику, и покажу. Вот, пока искала то, что я хочу, вот целых 5 штук бисера.
Вот таким образом все это выглядит. И меня попросили показать фрагментик схемы, чтобы разобраться, нет ли в тыкве червячков. Показываю. Ну, я как бы говорила, что никаких червячков здесь нет. Вот, собственно, тыква, да, чтобы вы узнавали. Вот ее рука ее поддерживает. Вот какие червячки. Не понимаю, о чем речь. То есть я понимаю, наверное, о чем речь. Давайте посмотрим на вот это. Вот это вот. Никакого бэкстич там нет по схеме. В общем-то, тоже сложно чего-то догадаться. Мне кажется, что это либо, какие-то не идеальность тыквы, то есть там, может быть, какие-то зацепочки, может быть, капельки на ней. Не знаю. Тут на что готова ваша фантазия. Просто если это червячки, и вам приятнее думать, что это червячки, на здоровье, конечно. Мне кажется, что какие-то гигантские черви пожрали тыкву. Вот вам лапочки. Зачем же она ее тогда взяла? Да, вопрос. С другой стороны, на вот этих тыквах ничего подобного в целом мы не видим. Поэтому я понимаю, откуда идет вопрос, но ответ я вам на него, увы, ах, не дам. В общем, все, тыква ушла. Значит, я сейчас подготовлю поле. Давайте покажу еще немножечко. Так, еще немножечко покажу, прежде чем поле буду готовить, потому что я же говорила все время, 150 раз говорила, что это мой любимый фрагмент. Я почему сейчас так много акцента делать не хочу, потому что время к вечеру и искусственное освещение, темно, не идеально, цвета передаются не идеально и так далее. Я хочу это все, естественно, постирать и потом снять красиво, приближенно и так далее. Но не могу ручаться, что это будет в этой серии. Я все-таки решила, наверное, довести эту серию до где-то середины месяца. Я пока так думаю. Я еще не переносила кусочки. Может быть, перенесу кусочки видео уже отснятые. Увижу, что там очень много по времени получается. И тогда закончу, может быть, 10 числа. И тогда будет у нас 3 видео в месяц. Посмотрим. А сегодня уже какой? 8, что ли? Если завтра я засяду за все это, то может быть. Короче, неважно. Просто если так получится, то тогда, наверное, я не успею все это постирать, высушить и вам показать. В любом случае, если в этой серии не будет следующий. Итак, мой любимый фрагмент. Вот это вот. Все мое любимое. Почему? Деревца, осень, красота. Мне кажется, это был не самый легкий фрагмент по вышивке. Как вы видите, здесь разброс цветов, есть и бленды, и вот видите, тут эти фрузелки я крутила. И вот эти вот какие-то одиночные, совсем одиночные, чем бы показать. Кошка где-то куда-то и на ножницы, по-моему, присела. Вот эти вот, видите, квадратик. Где тут? В общем, вот эти вот рыжие квадратики. Да, они вышиваются, то есть один рыжий цвет, ярко-ярко, другой цвет менее рыжий, и 2 внизу, это 3-й цвет. Или где-то там наоборот варьируется. В целом вот так это все. Значит, и вот эти вот деревья, они вышиваются в один цвет, в одну ниточку. И это прям такой осенний лес. Мне очень нравится. Еще раз повторюсь, не самый простой участок, но все очень нравится. Вот здесь вот дикая шахматка, я думаю, что невооруженным взглядом видно. Я вот так вот у меня все свисает, потому что не хочу тревожить кошечку, да. Вот. Бэкстич на этом деревце, да, чтобы ствол получился здесь и в одну, и в 2 нити. Красота. Само дерево это много зеленых оттенков, все в одну нить. И как бы оно так выступает, да, на первый план. Мне очень нравится. Очень нравится. Что еще вам сказать, кроме того, что мне безумно все это нравится. Я в целом могу сказать, что я подустала от этой работы, да, но, с другой стороны, я рада, что я заканчивала на этом участке, потому что вот выше был участок, да, и он был проще, конечно, потому что вот тут фон, но он был скучен. Это вот внимательно следить за всем. Значит, он был скучным. И, в общем-то, несмотря на простоту, надоедал не меньше.
А этот, не могу сказать, что он надоедал. Он, вот были у меня как бы сложные дни, да, поэтому я села, 19 крестиков вышла и ушла спать. Так что бэкстич здесь на листочках еще делала. И видите, он есть в одну нить, а есть в 2 нити. Очень прикольно. Короче, мне очень нравится. На ботиночке много бэкстичей черным, вот таким вот бежевым. Здесь зачем-то коричневым, буквально полустрочки. Не знаю зачем, потому что этого не видно, конечно же. Тем более в таком освещении. И вот мысочек беленьким, то есть 4 цвета. Ну, зачем, я не буду это комментировать, да, зачем там это все. Листочки 3 цвета. Вот кочерышка, как это? Не кочерышка, конечно. Корешок в 2 нити коричневым, частично черный и частично такой бордовый в одну нить. Короче, все. В полшаге я от финиша. В ближайшие дни, наверное, завтра постараюсь все это постирать, подсушить. И в следующий раз в Монополии попадется синяя категория или что-то на удвоение будет совпадать. Возьму эту работу и дошью. Надеюсь, это случится в сентябре. Так, сейчас я все уберу. И уберу котика. И достану поле и сделаю уход. Итак, поле готово. Я стою в шаге от ареста. Что хотелось бы? Вы знаете, нет у меня каких-то особых предпочтений на этот ход. Завтра понедельник. Завтра выдадут задание в совместнике от Леры Stitch Power. И я не уверена, что я вот прямо сейчас буду выбирать работу в ход. Возможно, хотя время еще, в общем-то, 8 часов, можно поужинать и еще чуть-чуть повышать. Но посмотрим, смотря что мне попадется, я решу вообще, стоит ли выбирать процесс или стоит подождать, когда выдадут задание, и тогда сориентироваться уже по заданиям Леры и выбрать что-то, что подойдет и к Монополии, и к ее совместнику. Наверное, единственное мое пожелание будет не в тюрьму, но даже если я попаду в тюрьму, у меня там есть осенний замок, я возьму осенний замок подойдет под Холымницкую тему, даже если у меня не будут совпадать задания, хотя там много всего, может быть, и будут, будет что-то подходящее, то можно будет просто повышивать там у Леры либо задание, да, надо выполнить, либо вышить просто 500 крестиков. Мне как раз будет идеально, если я попаду в тюрьму. Но я надеюсь, что я этим вот идеально не накаркала себе тюрьму, потому что я уже в этом ходу, в этом круге, да, я же не дошла до старта, потому что меня как раз отбросило через клетку арест в тюрьму как раз перед отпуском. Вот, ну, давайте смотреть, куда я попаду. Вот так вот кину, чтобы не улетал у меня все время кубик. 1, 2, 3, 4. Снова синяя клетка. В общем, можно халапеньо шить заново. Давайте внесу в кадр бумажечки и достану что-нибудь из серединочки. Лошади. Слушайте, лошадей у меня нет. Хотя я, знаете, что изучу? Я изучу, у меня есть в синей категории. У меня в синей категории нет ничего хэллоуинского, если я все правильно помню. Но в синей категории у меня есть лонгдог, который 100 лет не брала. И там куча всяких животных. Возможно, там есть лошади. Я это все дело изучу и вам принесу, покажу, если буду его брать. А если не буду его брать, то принесу и покажу, что же я буду брать. Дорогие друзья, я снова уже и выбрала, и вышла, и сейчас я вам покажу, что я тут делала. Все-таки на лонгдоге оказались лошади, аж целых несколько. Во-первых, где? Вот, я считаю, что это лошадь, на ней сидит какая-то чудо-птица. И, ну, вот тут вот совершенно очевидно лошадка, да? На ней тоже сидит чудо-птица. В общем, как вы понимаете, я взяла эту работу с удвоением и решила идти... Так, куда это мы? И решила идти вот в здание.
вот сюда, вверх. То есть раньше я как-то двигалась больше в эту сторону, а вот в этот заход пошла наверх. Значит, я сейчас покажу, что получилось. Я вышивала преимущественно вот это здание. Единственное, что я не сделала здесь бэкстич. Видите, здесь и в дверке есть, и в окошках есть, и вот тут вот. Ну, я не все еще в любом случае вышила даже по крестикам, но тем не менее. Значит, меня очень умиляют вот эти вот персонажи. Кто это, наверное, лось с вот этим чудо-птицам. Поэтому хотелось бы, конечно, к ним побыстрее тоже перейти. Вообще здесь много, конечно, восхитительных персонажей, но вот я в этот раз выбрала это. Это не значит, что в следующий раз я пойду тоже сюда, но тем не менее. Значит, я здесь вышила почти 900 крестиков. Вот, собственно, как это выглядит. Да, до этого вот у меня низ был вышит, он сюда практически не входит, там он сова где-то выглядывает, ну и в общем вот. Схема-то простая, но я здесь уже несколько раз ошибалась, много достаточно распарывала, ошиблась вот здесь, что-то не так отсчитала, и вот это вот то, что сейчас не закрыто, крестики тоже я тут ошиблась и снова распарывала. Ну, вернее, даже не распарывала, а распускала. Не всегда нитку можно сохранить даже при распускании, потому что это 18-й каунт. Канва достаточно плотная и жесткая, и перетирается, конечно, нитка, когда ты ее сначала шьешь, а потом распускаешь. Но вот какие-то нитки там сохранились, какие-то нет, я выкинула. Ну да ладно. Нравится мне вышивать лонгдог, но пальчики у меня все-таки, опять-таки, от такой канвы немножечко тоже устают больше, чем от какой-то более мягкой. Но в целом я люблю аиду и люблю шить на такой твердой основе. Может быть, просто не в таких количествах. Значит, еще кое-что хотела показать в саге. Сегодня вышли задания от Леры в СП, ну и от Леры, и от Наташи. И там одно из заданий вышить надписи. И я уже знаю, что я буду вышивать, потому что я вышиваю вот этого персонажа. И у меня здесь есть надписи. Значит, первое задание вышить надпись, соответственно, я буду вышивать ее. И второе задание продвинуть на 5%. Сейчас у меня здесь 35, ну вот 40 и 50, и, может быть, и получится. Надо посмотреть. Я пока, соответственно, на желтую клетку не попаду. Брать эту работу пока не собираюсь, но я не так далеко от желтой клетки. В общем, поболтали, давайте бросим кубик. Значит, желтая клетка вот у меня не то, чтобы прям совсем близко, но и не то, чтобы прям совсем далеко. Я буду рада любой клетке, что не выпадет, все мое. Так что давайте не будем сильно долго откладывать. И один. Так, не фокусируется, но один вы видите, что это один. Это фиолетовая категория. Я буду арендную плату, вернее, я не буду получать, но и платить не буду. Давайте из серединки мультипликатор достанем и чай или кофе. Я, наверное, посмотрю, что у меня есть фиолетовые категории в чае и кофе. Но вообще у меня есть один претендент на фиолетовую категорию. Так что я думаю, что я этого претендента-то и возьму. Но сейчас уточню и тогда к вам подключусь, чтобы показать, так ли это. Я посмотрела свои работы и нашла аж целых несколько, а именно, по-моему, 3. Работы, в которых есть чай или кофе, ну, по крайней мере, держат девушки какие-то кружки там и так далее. Вот. Но я посмотрела, подумала, решила, что нет, все-таки возьму я другую работу. Это «Утренний Питер» Кати Бесперстовой. У меня есть еще схема с Зингером, ее же разработки по иллюстрации того же художника. Я планирую после завершения этой шить другую работу, но вот эту работу надо сначала завершить. Значит, я, как вы видите, уже вышила вот столько. И мне хотелось бы, что я говорила, завершить эту работу в этом году. Я решила идти в этот раз вниз, вот сюда.
скажем так, мне кажется, что я уже вышла самое классное. Вот это вот все, мне кажется, самым классным. Тут такая самая классная архитектура. Дальше. Полукрест я не люблю, хотя он таких ванильно-прекрасных тонов. Вот это более-менее интересно, но это уже не настолько интересная архитектура. И вот здесь мост, да, и так далее. Оно достаточно неинтересных оттенков, скажем так. С другой стороны, все выглядит достаточно просто. Но мне здесь до финиша почти 15 тысяч крестиков. А если я хочу закончить в этом году, то это примерно, чтобы на декабрь не оставлять, потому что в декабре явно будет не до того, это надо по 5 тысяч крестиков вышивать в месяц. А реально, в целом реально, если не другие планы, и если посмотреть на... вот как тут распределялось в другие годы, да, работу я начала в 2020 году, 400, 100, 300, 400, почти 500, больше 500, 700. Вот в какой-то день было где-то 900. Где это было? 990, может быть, я там бэкстич, конечно, шила. Бывало всякое, бывало 85. Посмотрим, что получится. Я пока никаких точных планов себе ставить не буду вот именно на этот ход, сколько я вышью. Я, как уже говорила, пойду вот сюда и посмотрю. Устану, поменяю, сделаю новый ход. Не устану, пошью до того момента, как мне надо будет уже отчитываться там по Совиному лесу или по Хэллоуинскому СП. А если пойму, что мне очень-очень нравится, не хочу вообще никуда идти, то, возможно, даже пошью, скажем так, вне игры, в холостую, вот то, что нужно по Совиному лесу. В любом случае, сегодня 9 число, завтра, я думаю, что будет 10 какое-то включение, чтобы, наверное, завершить эту серию. Пусть будет по 10 дней, может быть, в сентябре все-таки выйдет какие-то, 3 серии вместо 2, как это происходит в последнее время. И расскажу вам, как пошли первые крестики, а может быть, мне не понравится, я захочу сделать новый ход. В общем, в следующем включении расскажу вам, как пошло дело. Ну что ж, друзья мои, давайте сделаем первые выводы по этой работе и заключительные по этой серии. Я суммарно за вчера и сегодня вышла уже 1300. Причем вчера я села за работу уже после часов 10. Пошила меньше 2 часов, и у меня получилось там без 5 крестиков 400, что я считаю очень неплохим результатом. Сегодня я вышивала с утра до обеда, потом у меня были дела, и вот опять после 10 пошила, и суммарно получилось больше, чем 900 крестиков. Значит, что я испытываю, это давно забытое чувство, когда шьешь вроде бы авторскую схему с наслаждением. Не примитив, но с наслаждением. Опять-таки, не хочется мне говорить, что драконы были какой-то каторгой или халапеньо была каторгой, но посмотрите здесь. В общем-то, приличные участки одним цветом, протяженные, где-то, нелюбимый мной полукрест, это вот все уже не будет закрываться, где-то полукрест с крестом, что в таком освещении иногда дает какую-то кривизну, потом это все уберется. Но это идет, летит, просто летит, и это, опять-таки, это далеко не мои любимые цвета. Вот эти вот 924 и так далее я люблю, а вот это вот бежево-песочное это не самое любимое. В общем, я прям кайфую. Я считаю, что это, конечно, заслуга в первую очередь именно разработчика схемы. Напомню, что это Катя Бесперцева. Схемы ее из России купить, в общем-то, больше нельзя. И эту схему вообще ниоткуда купить больше нельзя. По Питеру схемы больше не распространяются. Сразу скажу, что я ни с кем ничем делиться не буду. Не просите, пожалуйста. Давайте уважать все-таки труд разработчика. Другие схемы можно,
где-то раздобыть, если у вас есть возможность покупать не из России. И я шила и думала о том, что мне хочется еще какую-нибудь ее схему. Но у меня, по-моему, «Дом двух миров» ее. И даже начат. И после окончания этого я уже говорила, что Зингера я возьму. В общем, я, конечно, еще посмотрю, может, еще что-нибудь прикупить. Но пока запас у меня есть. Значит, я тут, наверное, трясу достаточно сильно камеру, но снимаю с руки и под большими эмоциями, поэтому так. Что я планирую? Вот я уже сказала, 2 дня я повышивала. Эта схема, эта работа заявлена в ход. Я на сегодня 10 число, вот оно подходит к концу, уже почти 12 часов ночи. И я на этом завершу эту серию, но не завершу свой ход в монополии. Я продолжу вышивать эту работу. Я подумала о том, что можно было бы взять до пятницы эту работу вышивать, то есть еще 2,5 или даже 3 дня. Дальше у меня все-таки участие в СП в Хэллоуине, там надо отчитаться до конца воскресенья, соответственно, я себе оставляю субботу. И «Совиный лес», там надо отчитаться до понедельника. Я, получается, оставляю себе воскресенье на это. Даже если что-то пойдет где-то не так, то у меня будет на СП хэллоуинский суббота и воскресенье, часть воскресенья, да, потому что у меня-то это все заканчивается в 6 вечера в моих, а в мои 6 вечера наступает полночь в России. Вот. А по Совиному лесу, соответственно, останется воскресенье и понедельник такой вот. На всякий случай. Но посмотрю еще по ходу. Ну, так хорошо пошла. Значит, что я буду здесь делать? Я буду продолжать идти. Видите, у меня здесь где-то уже ниточки. Да, оставила, я вынула, потому что не дают мне пяльца. Я позаполняю еще здесь то, что могу. И, по-моему, на этом участке уже можно делать бэкстич. Ну, я вот максимально заполню, что здесь можно именно на пяльцах, и буду делать бэкстич. Бэкстич здесь 2 цветов, вернее, одного цвета, но в разные сложения. Все черное, либо в одну, либо в 2 нити. С бэкстичем, я думаю, что никаких сложностей не будет, поэтому я думаю, что в следующей серии я вам покажу приличный прорыв по этой работе и переставлю пяльцы и так далее. Значит, что будет в следующей серии? Я надеюсь, что если все пойдет так же динамично, как и в этой, то есть много будет ходов, какие-то приличные продвижения и так далее, то я снова поснимаю 10 дней и через 10 дней серию завершу, чтобы оставшиеся 10 дней сентября сделать 3-й серии и завершить какими-то итогами сентябрьскими. Но если вдруг так пойдет, что буду меньше вышивать или буду стоять на клетке, ход делать не буду и буду вот все 10 дней шить одно и то же, то, конечно, серию я продлю. В любом случае, я думаю, что до конца сентября мы это узнаем. Понятно, что будет выходить немножечко с задержкой, потому что мне надо все это успеть смонтировать. Ну, вообще должна я выпустить не с большим уж отставанием этой серии, так что я думаю, что все будет более-менее в тему, а не как я иногда люблю спустя 2 недели вдруг наконец смонтировать и выложить. В любом случае увидимся с вами в следующих роликах. Приходите на Boosty, заходите в телеграм-канал, подписывайтесь. Я там пишу мало и по делу. И желаю вам тоже таких же удивительных эмоций от крестиков, как я получаю вот именно на этой работе. И до новых встреч. Всем пока.